Отмывание денег. Что это? Как это? В голове сразу появляются кадры с бандитами в темных подвалах. Главное заблуждение, что деньги отмывают какие-то отморозки с пушками, но на самом деле этим занимаются вполне обычные люди в костюмах и без оружия, и используют для этого суды и проволочки в законах. Более того, эти махинации проводят с такой наглостью и так открыто, что неподготовленный человек даже не поймет, что вообще произошло. Привет! Это Transparency International Россия. И сегодня мы расскажем о двух изобретательных схемах отмывания денег между Россией и Чехией. Будет интересно, не переключайтесь. Вы оказались в нашем цикле роликов про отмывание российских грязных денег. В нем мы разбираем разные кейсы того, как происходит отмывание, кто за этим стоит, а главное, как это можно выявить. Например, недавно у нас вышел выпуск про королеву фентанила, которая, внимание, делает ноготочки. Рекомендую вам посмотреть, если еще этого не сделали. Отмывание денег – это серьезное преступление, которое подрывает экономику и помогает организованной преступности. Именно поэтому так важно понимать, как работают такие схемы и уметь их распознать. Давайте вспомним, что такое отмывание денег. Это процесс, с помощью которого преступники пытаются скрыть истинное происхождение денег, полученных незаконным путем. Цель сделать так, чтобы грязные деньги выглядели как чистые. Этот процесс обычно включает 3 этапа. Первый – размещение, ввод грязных денег в финансовую систему, например, внесение наличных на банковский счет. Второй – расслоение, проведение сложных финансовых операций, чтобы запутать следы происхождения денег. Это могут быть переводы между различными счетами, покупка и продажа ценных бумаг, или, как мы увидим сегодня, использование судебных решений и международной торговли. Третий этап – интеграция, возвращение денег в экономику под видом легальных доходов, например, инвестиции в недвижимость или бизнес. Теперь давайте погрузимся в первую схему отмывания. Она достаточно изощренная, я бы даже сказал дерзкая. Итак, следите за руками. Шаг первый. Создание поставной компании для отмывания. В нашем случае это ООО «Инвестоборудование». Будем называть ее «Фирма-1». Она была основана в июне 2014 года. Директором и единственным акционером числится некая Елена Владимировна Истратова. Добавим сюда, что «Фирма-1» была спящей организацией, то есть не вела никакой деловой активности. В общем, уже достаточно подозрительно, хотя и в рамках закона. Шаг второй. Аккумуляция средств. Внезапно на счет нашей фирмы-1 в Росбанке поступает крупная сумма, не менее 462 миллионов рублей. Откуда? От разных клиентов со всей страны. Это именно те клиенты, которые хотят отмыть деньги. Шаг третий. Фирма-1 якобы покупает у другой российской компании, назовем ее Фирма-2, вексели на сумму 462 миллиона рублей. Но, внимание, не оплачивает их. Простыми словами, становится должником. Вексель – это ценная бумага, своего рода долговая расписка. Тот, кто выдал вексель, обязуется выплатить указанную в нем сумму в определенный срок. Таким образом, создается видимость законной сделки. Шаг четвертый, на самом деле ключевой в этой схеме. Фирма 2, которой, напомним, должна фирма 1, передает право требования этого долга британской компании Flowwish Solutions LP. Это называется договором цессии. Британская компания как бы покупает право требовать с фирмы 1 их долг. И, наконец, финальный, пятый этап. Британская Flowwish Solutions LP и фирма 1 подписывают арбитражное соглашение. Это значит, что все споры между ними будут рассматриваться в определенном коммерческом арбитражном суде. И вот внезапно, на самом деле нет. Суд выносит решение. Инвестоборудование, она же фирма 1, должна выплатить Flowwish Solutions LP 462 миллиона рублей. Сама LP обращается в арбитражный суд Москвы с просьбой выдать исполнительный лист на это решение. И получив исполнительный лист, представитель Flowwish Solutions LP идет в Росбанк, где у инвестоборудования открыт счет. И финальное действие этой финансовой пьесы. Росбанк переводит 462 миллиона рублей, а это примерно 7 миллионов евро по курсу на тот момент, на счета Flowwish Solutions LP в Латвии и Чехии. И вот деньги успешно выведены из России. И теперь они выглядят абсолютно чистыми. Ведь есть решение суда, все по закону. И за 2014-2015 годы таким образом было выведено не менее 35,5 миллионов евро. Это только то, что удалось выявить нам и нашим коллегам из Transparency Чехия. Насколько продумана эта схема? Используются классические юридические инструменты. Вексели, арбитражные суды, исполнительные листы. Все выглядит абсолютно законно. Но за этим фасадом скрывается преступная схема вывода денег из страны. Еще более интересно, что в этом участвуют посредники-профессионалы не преступного мира, а финансового и юридического. Оформить всю документацию, правильно организовать нужные условия, сходить в суд в конце концов. То есть тут явно есть какой-то серый кардинал. И имя ему Светлана. Кто она такая?
Скоро узнаете. А пока просто отметим, что интересы британской фирмы Flowvis Solutions LP по данному кейсу представляла Светлана Викторовна Варначева, которая участвовала в ряде аналогичных дел. Итак, давайте подытожим с первой схемой отмывания через суд. На самом деле все просто. На фиктивную компанию нелегальным путем поступают нелегально полученные средства. Фиктивная компания отправляет эти грязные деньги за рубеж с помощью судов. Деньги становятся легальными и чистыми, да еще и под юрисдикцией Европейского Союза. Прежде чем мы перейдем ко второй схеме, у меня будет для вас небольшая просьба. Мы в Transparency Россия делаем действительно уникальный контент. Вот скажите, вы знали, что деньги можно отмывать с помощью суда? Если вам нравится, что мы делаем, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите любой комментарий. Ну и, конечно, подпишитесь на нас. Кстати, пишите в комментариях, что думаете о таком легальном отмывании. Будет интересно обсудить. Двигаемся дальше. Давайте разберем вторую схему и узнаем, что там за таинственная Светлана. Название нашей схемы — TBML – Trade-Based Money Laundering, или отмывание денег через торговлю. В этой схеме преступники используют международную торговлю для маскировки незаконно полученных средств. Как это работает? Давайте разберем на конкретном примере. Главные действующие лица – российская компания ООО «Инвестоборудование» или фирма 1. Да, та же самая, что и в первой схеме. Другим действующим лицом является чешская компания Siliana Invest. Ее мы будем называть фирма 3. Вот как разворачивались события. В мае 2015 года в Чехии регистрируется фирма 3. Ее учредитель – панамская офшорная компания Trentino International Corporated, которая, между прочим, связана с печально известной Mossack Fonesca из панамского досье. Она закрылась в 2018 году, а до этого помогала богатейшим людям мира уходить от налогов, избегать санкций, отмывать деньги. И кроме того, фирмы из панамского досье были также замечены в схеме отмывания денег в России через торговлю автоматами по производству пластиковых бутылок. Да, так тоже отмывают. Далее преступная группа назначает Светлану Варначеву, помните, мы о ней говорили, акционером и директором фирмы 3. Теперь самое интересное. Фирма 3 продает инвестоборудованию, она же фирма 1, текстильное оборудование. Обычная сделка, скажет налоговая, но это не так. На самом деле, в фирму 1 приходили деньги, которые нужно отмыть, а потом компания просто фабриковала торговые декларации на импорт текстильного оборудования и предоставляла их в банк ВТБ-24 в качестве подтверждающих документов. Всего таким образом получилось собрать 2,7 миллиона евро от разных анонимных клиентов. И вот грязные миллионы евро вполне себе легально переводятся на счет фирмы 3 в чешском банке, якобы за оборудование, которого на самом деле не существует, или его реальная стоимость в разы меньше. Вот такая магия происходит в мире отмывания денег. Точно известно, что с 2014 по 2016 год таким образом было отмыто более 78 миллионов евро. Важно отметить, что эта схема тесно связана с первой схемой, с использованием арбитражных судов. Те же компании, те же люди, уже знакомая нам Светлана участвовала в обоих схемах. В первой она представляла интересы Flowvis Solutions LP, а во второй была директором чешской Siliana Invest, или фирмы 3. Что делает эту схему особенно хитрой? Во-первых, используются реальные торговые операции, что затрудняет ее выявление. Во-вторых, она международная, что усложняет расследование. И в-третьих, в ней задействовано множество профессиональных посредников, юристов, бухгалтеров, банкиров, которые, возможно, даже не подозревают, что участвуют в преступной схеме. Подумайте, насколько ее сложно выявить. На первый взгляд, все выглядит как обычная международная торговля, но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Ключевой игрок в обоих схемах – Светлана Варначева. Но за кулисами работает целая армия посредников, юристы, составляющие фиктивные договоры, бухгалтеры, маскирующие транзакции, нотариусы, заверяющие документы и многие другие. Найти этих посредников – ключ к выявлению и предотвращению подобных схем. Обе схемы используют законные инструменты – суды и торговлю – для незаконных целей. И это лишь верхушка айсберга. Подобные схемы работают по всему миру, перемещая миллиарды долларов. Как остановить этот поток грязных денег? Усилить международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями? Или проводить более грамотное собеседование во время приема на работу? У банков есть целые отделы, которые могут потягаться с ФБР. И даже если у них не получается выявить таких посредников, то что остается делать? Мы думаем, что важно просвещение. Чем больше людей будут про это знать, тем сложнее будет провести такие схемы. Не забывайте, что многие из тех, кто в них участвует, даже не подозревают, что нарушают закон. Поэтому просвещайтесь и читайте наш большой доклад по этой теме. Ссылка будет в описании. Но на этом все. До встречи в следующем ролике нашего цикла про отмывание денег. Обещаем, что будет еще интереснее.